Вспомните вчерашний день. Закройте глаза. Вспомни улицы, по которым ты ходил. Яркие вывески, гул машин. Или, может, наоборот, благоуханную атмосферу парка недалеко от твоего дома. Вспомни людей, которых ты вчера встретил. Их черты лица, эмоции, голоса. Незаметно в твоей голове возникают совсем незнакомые образы, которые разговаривают между собой. И вот эти незнакомые персонажи со своими сюжетиками заслоняют собой твои личные воспоминания. Утопическая планета, вот где я пребываю. И сразу сюжетики в голове прорисовываются. Ты становишься одним из этих героев и хочешь сыграть его на сцене. Ты попадаешь под чары вдохновения, но не благодаря каким-то шишкам, которые вручил тебе случайно сосед-мексиканец, а благодаря тому, что ты максимально вдуплил актерскую систему Михаила Чехова, прокачал свое воображение и понял, что ты настоящий артист. Но мало в жизни что-то фантазировать, нужно еще уметь контролировать все образы, которые у тебя возникают, уметь грамотно переносить их на сцену или же в кадр, даже если это съемка одного маленького скетча в Инстаграме. Мое почтение! Это канал про театр, и сегодня мы вам расскажем об актерской системе Михаила Чехова и разберем 7 ее основных элементов на примере Антона Лапенко. Поехали! Михаил Чехов родился в Петербурге и был племянником великого писателя Антона Павловича. С ним его очень часто путали, и, наверное, это его чуток подбешивало. Особенно, когда каждый второй рядовой зритель видел программку спектакля, фамилию Чехов, и «О, ничего себе! И пишет, и играет! Ха!» Очень смешно. По итогу всей его биографии можно с уверенностью сказать, что от клейма просто какого-то там племянника великого Чехова он точно избавился и стал по-своему легендарной личностью. Антон Павлович, кстати, еще когда Мише было 3 года, напророчил, что он действительно будет талантливым. Уже в детстве Михаил имел богатое воображение и предрасположенность к театральному искусству. У себя на хате устраивал представления. Сначала для матери и няни, а потом уже для разного рода зрителей, выступая на балконе. После обучения в гимназии Чехов идет учиться в театральную школу при Малом Суворинском театре в Питере. Но настоящая актерская жизнь началась уже с Московского художественного театра, а точнее с его филиала первой студии, в которой отрабатывали новые приемы на основе системы Станиславского. И вот начинается бурная актерская деятельность. Игра по системе Станиславского и первые сомнения. Сомнения в методе, актерской игре, да даже в самом себе. Потихоньку озорная натура меняется на мрачного человека, замкнутого в себе. Он читает философские труды Шопенгауэра, пьет, разочаровывается в бессмысленности бытия и начинает думать, что все актеры просто обманывают свою публику, когда играют. Они внутренне не перевоплощаются, и все это ему казалось отвратительным. Был даже случай, что он просто ушел в антракте прямо во время своего спектакля. Разочарование во всем насущном обернулось психическим расстройством. Но постепенно он находил успокоение. В йоге, часть упражнений актерских он брал именно оттуда, и в собственной актерской школе, которая в России, правда, просуществовала совсем недолго. Когда же Чехов знакомится с книгой «Как достигнуть познания высших миров», в его мировоззрении действительно что-то меняется. Сейчас бы ты получил такую книгу от каких-нибудь странных чуваков в переходе Арбата, которые бы попутно очистили тебя от негативной энергии и кошелька в заднем кармане. Однако в нашем случае эта книга является ключом к пониманию его актерской системы. Автор этой работы Рудольф Штайнер, философ, ясновидящий и представитель такого течения, как антропософия. Что он сказал? Это такое религиозно-мистическое учение, путь познания которой ты проходишь, чтобы соединить свое духовное «я» с духовным «я» всей Вселенной. Бывает же такое. Его представители ищут ответы на самые важные вопросы бытия. В чем смысл жизни? Откуда произошла Вселенная? Блондинки или брюнетки? Ну и так далее. Чехов стал антропософом, а также подчеркнул у Штайнера важную мысль, что, видите ли, любой одаренный художник имеет раздвоенное сознание. Одно «я» творит, а другое смотрит на это со стороны и сопереживает ему. Этому нужно научить и современных актеров, подумал Михаил Чехов. Гамлет не только одна из центральных его ролей, но и определяющая работа для создания своей актерской системы.
Как бы Чехов подошел к Гамлету, если бы делал только по системе Станиславского? Представил себя в датском королевстве, в предлагаемых обстоятельствах, и от этого бы плясал дальше. Спрашивал бы себя, а что бы сделал он в обстоятельствах, в которых оказался его герой? Как он подошел к Гамлету на самом деле? Он стремился найти образ Гамлета внутри себя. Короче, Билли Миллиган только наоборот. Он здоров и хочет найти внутри себя альтернативную личность, которую он видит перед собой в своем воображении. Его облик, черты лица, движения, особо поставленный голос. Вот оно, какие сны пред духом бестелесным реять будет. Вот что дальнейший заграждает путь. Как говорили современники, которые пересматривали этот спектакль, каждый раз перед нами стоял совершенно разный Гамлет со своим многогранным характером. В 1928 году он окончательно уехал из России. Работал в собственных театральных студиях в Риге, Лондоне, в Лос-Анджелесе, где на практике закрепил свой метод актерского мастерства и распространил его аж до самого Голливуда. У него было много известных учеников. Клинт Иствуд, суровый ковбой Запада, Мэрилин Монро и ее очаровательная улыбка из «Летающей вверх платья», ну и, конечно, Ингрид Бергман, тоже великая артистка. Многие голливудские звезды все еще успешно играют по его системе. Я вот когда его придумал, потом так в зеркало посмотрел себе и подумал, ну какой же я молодец. Система Чехова и 7 основных элементов. Воображение! Первым элементом актерской системы, как я уже говорил в начале, является Воображение! как найти художественный образ в себе благодаря воображению. Первый этап – подождать. One eternity later. Не просто, конечно, сидеть и ждать, а присматриваться к герою, которого тебе нужно сыграть. Допустим, тебе досталась роль инженера изнутри Лапенко. Представь, что у тебя раздвоение личности. Второй человек внутри тебя – это как раз сам инженер. И спроси свое второе «я». Как мне сыграть эту сцену? И какой должен быть голос у моего героя? А? Меня кто-нибудь вообще слышит? И когда твое второе «я» начнет тебе отвечать, звони в дурку. Ну, или спроси что-нибудь посложнее. Что он думает о других героях сериала? Кайфует ли он от новой песни Багрового Фантомаса? Сейчас Фантомас замутит нормальную дичь, новую. И в процессе репетиции и углубления в сценарий инженер внутри тебя обязательно проявит себя, и ты почувствуешь, каким голосом говорить, как двигаться и так далее. Он может получиться не таким, как у Лапенко. Нужно максимально прокачать свое... Воображение! Да, мы поняли. Нужно постоянно представлять какие-то образы. Как они живут, меняются. Антон Лапенко родил образ инженера благодаря просмотрам документальных советских фильмов. Оттуда возникла основа. Специальная такая вот интонация, благодаря которой появлялись особенности мимики, походка. Но это не пародия на конкретного советского человека. Это образ, который возник благодаря его воображению. Чтобы сделать своего героя живым, нужно прокачать и еще одну вещь. Внимание! Инженер ждет к себе домой особу и хочет с ней примириться. Чего я без изюма приготовлю? Никакого нормального примирительного тортика без изюма не пойдет. Что бы он ни делал, он держит внутри себя предстоящее событие – встречу со своей любимой. Это и есть внимание, которое нужно в себе развить. Придумай себе какой-нибудь объект – фрукт или человек, с которым вы хотите встретиться. Сосредоточь на нем внимание и начни выполнять простые действия, которые с этим объектом напрямую никак не связаны. Чисти картошку, вытирай пыль и думай о свежем манго из Индии или богатой тетушке, с которой ты давно не виделся. Это и есть внутренний процесс актерской игры. Он состоит из 4 фаз. Ты держишь манго в уме, притягиваешь его к себе, звонишь другу индусу, чтобы он тебе его привез, устремляешься к нему, едешь в аэропорт, чтобы его встретить, манго, а не друга, конечно, и в конце проникаешь в него, съедаешь. Каждый этап представь в своей голове, продолжая при этом вытирать пыль и не напрягая ни одну часть тела. Не, ну руку-то хоть напряги, ничего не вытрешь же.
Овладев техникой внимания, будущий инженер сможет не просто двигаться в кадре, а сделать свою игру убедительной. Главное понять, что объект или кто субъект вашего внимания. Ты такая хорошая. Даже лучше, чем сахар. Угу. Пока. Пора превращаться в персонажа. Теперь у тебя есть четкий образ в голове, и осталось перенести его в жизнь. Это обычно делают по частям, перенося воображаемое тело на свое. Как просто поменяв свою пластику, так и под воздействием костюма. У меня есть некоторые персонажи, которые так мной были придуманы. Типа я походил по барахолкам, нашел какие-то старые вещи, надел их на себя, и только тогда, и посмотрел в зеркало и понял, типа, что это за чувак. Чтобы создать журналиста, нужно придать глазам особую одержимость. Для этого он взял вот такие вот очки. По правилам журналистской этики нельзя привлекать внимание своей одеждой, поэтому он одет в черные широкие штаны, ну и так далее. Когда с телом разобрались, надо разобраться с воображаемым центром, откуда исходят все движения. Центр нашего движения может быть любой. Голова, грудь, руки, колени. Он может существовать даже вне тела. Из этого центра исходят импульсы, которые влияют на наше тело и делают образ характерным. У идеально гармоничного человека центр находится в груди. И стоит нам чуть-чуть сместить этот центр в сторону, так сразу появляется характерная черта. Журналист «Загадки дыры». Где у него центр? Когда он ведет свою передачу, центр находится в микрофоне. Рука напряжена, голова опущена в сторону микрофона, тело подается вперед, а глаза из-под лобья пронзают тебя насквозь. Но как только в кадре появляется Татьяна Восьмиглазова, центр меняется. Вот прямо сейчас от микрофона центр уходит в глаза. Ноги начинают подгибаться в коленях и слабеть. Он опускает микрофон, не до конца, конечно, потому что с микрофоном он чувствует себя увереннее. Но теперь это уже не центр, ведь перед ним такая великолепная женщина. Таня! В каждом месте есть своя атмосфера. И если ты хочешь стать актером, важно ее почувствовать. Проследи за своими движениями, голосом, настроением. Что ты чувствуешь, когда заходишь в уютный паб, одинокую лачугу отшельника или в пятерочку за жигулевскими корешкой? Атмосфера, как считал Михаил Чехов, это сердце художественного произведения. Она может передать содержание спектакля или сериала намного лучше, чем слова или действия. И чтобы поупражняться в этом, представь себя в какой-то атмосфере. Ну, например, в атмосфере уюта. Сделай какое-то простое действие в этой атмосфере, чтобы прочувствовать ее. Атмосфера всегда объективна. Например, вот ведущий «Загадки дыры» находится в чудном и солнечном лесу. Тут царит атмосфера гармонии. Для любого персонажа, который там оказался, она будет такой же. А чувство журналиста и репортаж про космических злобных носорогов – это уже твое личное, субъективное, которое, как и в этом примере, может вступать в контраст с атмосферой. Кабы не было зимы в городах и селах, никогда бы не знали мы о космических носорогах. У каждого героя есть свои индивидуальные чувства, которые возникают в связи с каким-нибудь событием или обстоятельством. Их можно пробудить атмосферой, а можно кое-чем другим. Подними руку. Да, ты. Сделай это движение привычным. А теперь придай этому простому физическому действию какую-нибудь окраску. Ну, например, уверенность. А теперь добавь самовлюбленность. Хотя стоп. Поначалу лучше добавлять только одну окраску. Вот хороший пример с участием самого Чехова. В фильме Альфреда Хичкока «Завороженный» доктор Брюлов просто достает спички, чтобы зажечь трубку. Кажется обычным действием, однако посмотрите, как он это делает. Врач запретил мне курить по утрам, но я слишком взволнован. Эта окраска создает ироничный образ нервного психотерапевта. Один моментик, и ты раскрыл героя. Когда это происходит, внутри тебя возникнут чувства. И произойдет это само по себе, без твоего контроля. Потому что если ты начнешь контролировать или останавливать себя в процессе игры, твой персонаж начнет выглядеть искусственно. Психологический жест. Это физический жест плюс окраска, как в предыдущем пункте мы делали. Но, во-первых, этот жест — это не просто поднимите руку вверх.
Это утрированный жест, в котором участвует все тело, и которым ты можешь охарактеризовать отдельную сцену или даже всю свою роль. Ну, плюс она может помочь тебе произнести текст в своем характере. Для того, чтобы сказать простую фразу Здорово, отец. сначала помоги себе жестами. Придумай его. Положи ноги на стол, надень солнцезащитные очки, пусть костюм тоже немного поможет. Нижняя часть тела расслаблена, а руки и шея напряжены, ведь ты главарь банды и готов в любую секунду сорваться. А теперь говори. Здорово, отец. Отлично. Но в итоге мы должны сказать ту же реплику, но уже без жеста, сохраняя этот психологический жест внутри. Здорово, отец. Эти жесты могут быть крайне нереалистичными. Гляньте жесты из самой книги Чехова о технике актера. И если ты вдруг потерял эмоцию в сцене, повтори психологический жест на репетиции, и тело само все вспомнит. Ну, я надеюсь. Зная персонажа вдоль и поперек, ты можешь в любой момент включиться в своего героя и импровизировать. Для импровизации не обязательно давать оправдание поступкам, и даже слова знать не обязательно. Ведь все это приходит во время игры. Это очень хорошо, но хорошего понемножку. Важно только знать начальную и конечную точку. Это может быть как начало и конец пьесы, а остальное рождается в импровизации, так и на пикнике начальным триггером может послужить болото, и вот ты уже катамаранов импровизируешь, что нашел подболотники и тебя покусала андатра. Меня андатор покусала. В этом примере, конечно, Антон знал только начало — прыгнуть в болото. Остальное пришло к нему позже, но в сериале он довольно часто пользуется импровизацией. Какой-то текст может родиться прямо на площадке под воздействием образа, и именно словесной импровизацией Лапенко владеет лучше всего. Так появилось очень много его знаменитых фраз. Но у меня с алкоголем разговор короткий, я его очень не люблю, пью, но люблю, но немного пью его. Пяташка бью, пяташечка будет. Давай, голубчик, все, пяташку свою отсидел, 15 минут прошло, давай, свободен, все. Михаил Чехов считал, что настоящий артист — это большой художник, который по пазлам своей души составляет рисунок образа. Он не тупо следует по указке режиссера или драматурга, а на основе их работы строит свою роль. Произведение Антона Лапенко — это замечательный пример использования системы Чехова. Правда, мы не уверены в том, что применяет ли он вообще психологический жест, но, возможно, когда-нибудь мы узнаем это у него лично. Она пыталась убежать вдаль, жертва была догнана. Да, жертва была догнатая. В итоге получаются такие теплые, качественные видосы с непохожими друг на друга персонажами. Это тебе не тупые пародии из ТикТока, где мужик просто надевает парик и тупо играет женщин. Мужики такие кривляются, очень, пожалуйста. Короче, юзайте систему Лапенко, ну то есть Чехова, и будет вам счастье. Конечно, мы тут много упростили, но это лишь для того, чтобы вы заинтересовались и познакомились с Чеховым поближе. На этом все. Все источники, благодаря которым мы написали этот сценарий, есть у нас в описании. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, обязательно пишите в комментариях, понравилось ли вам видео, потому что если вы не напишите в комментариях, наше видео никто не будет распространять, YouTube будет на него плевать, ну и в общем, это все довольно-таки печально. Обязательно пишите комментарии, ставьте лайки. На этом все. Всем пока. Занавес!